Он вернулся домой раньше, чем кто-либо ожидал. Вечернее солнце еще заливало золотом улицы Цюриха, и в огромном доме на холме царила тишина. Леон Хартман, успешный предприниматель и человек, чье имя часто мелькало на обложках журналов, тихо вошел в дом, намереваясь сделать приятный сюрприз жене и дочери. Он ожидал увидеть, как его 6-летняя Мия рисует в гостиной, а его жена Элен читает у камина. Но реальность оказалась совсем иной. Проходя по коридору, Леон услышал сдавленные рыдания. Он замер, прислушался, и звук донесся из детской. Осторожно подойдя ближе, он увидел сцену, которая мгновенно врезалась ему в память. Элен стояла перед Мией, ее лицо было перекошено гневом. Девочка, хрупкая, с костылями у ног, дрожала, прижимая к груди плюшевого мишку. Элен закричала, потом резко толкнула ребенка. Один костыль отлетел в сторону, Мия едва не упала. Мир Леона рухнул. Его малышка, с рождения слабая, но такая добрая и терпеливая, подвергалась жестокости прямо в доме, где должна была чувствовать себя в безопасности. Он застыл, не веря, что это происходит наяву. Каждый его успех, каждая награда и прибыль вдруг потеряли смысл. «Элен!» Голос его прозвучал так, что женщина обернулась в ужасе. Мия подняла взгляд, узнав отца, и, плача, кинулась к нему. Леон опустился на колени, обнял ее, чувствуя, как она дрожит всем телом. Он не сказал ни слова, только смотрел на Элен, и взгляд этот говорил все. В ту же ночь он велел ей уйти. Без скандала, без объяснений. Просто вон из его дома. Оставшись наедине с дочерью, Леон впервые за долгие годы почувствовал себя по-настоящему беспомощным. Мия молчала, только иногда вздрагивала от сна. Несколько дней он не ходил в офис, не отвечал на звонки, проводил все время с ней. Постепенно девочка начала говорить о том, как Элен ругала ее за ошибки, заставляла прятаться от гостей, не давала есть, если она уставала во время упражнений. Каждое слово было для Леона ножом. Он понял, за всей своей деловой прозорливостью он оказался слеп в самом главном, не заметил боли собственного ребенка. С того дня он изменил все. Отложил дела, нанял лучших специалистов, начал возить Мию на реабилитацию. Дом снова наполнился светом, не блеском богатства, а теплом любви. Постепенно девочка стала оживать, снова улыбаться, снова рисовать. А однажды, теплым летним утром, она сделала несколько шагов без костылей и, сияя, сказала: «Папа, я хочу идти рядом с тобой, сама». Леон не смог сдержать слез. Он понял, его дочь сильнее, чем он мог представить. Со временем он основал благотворительный фонд для детей с инвалидностью, назвав его в честь Мии. Он больше не гнался за успехом. Теперь смысл его жизни был в том, чтобы дарить другим то, чего когда-то не смог уберечь у себя дома – защиту и доброту. Леон Хартман остался в памяти людей как человек богатый, но для Мии он был просто отцом, тем, кто научил ее, что настоящая сила не в деньгах, а в любви.